Здравствуйте! Сегодня мы познакомим вас с одним из самых древних обитателей нашей планеты – мечехвостом. Мечехвосты, или ксифосура, появились на Земле 450 миллионов лет назад и практически не изменились за это время. Что это за животные, мечехвосты? Это водные хелицеровые с уникальными чертами. Их спинной щит напоминает копыта лошади, а длинный мечевидный хвостовой шип – их визитная карточка. Мечехвосты обитают на заиленном дне морских мелководий на глубине от 10 до 40 метров. В период нереста они мигрируют на песчаные пляжи, чтобы отложить свою икру. Интересно, что у мечехвостов уникальная голубая кровь. Она необычна, но именно она помогает им выживать. Какими еще свойствами обладают эти удивительные существа, вы узнаете в нашем видеоролике. Посмотрите, как начинается жизнь этих нежных потусторонних существ. Они все время двигаются и вертятся в своих полупрозрачных домах. Так детеныши мечехвостов готовятся к моменту, когда они смогут вырваться на свободу. Их зарождение началось 2 недели назад, когда приливы были самыми высокими. В это время мечехвосты выходят из соленой глубины и направляются к берегу, думая только об одном – весеннем нересте. Эти атлантические мечехвосты собираются миллионами вдоль восточного побережья Северной Америки, от штата Мэн до Мексиканского залива. Первыми появляются самцы, которые теснятся на пляжах и мелководьях заливов. Они пытаются зацепиться за спины проплывающих рядом самок. Самки обычно намного больше самцов и могут быть размером с обеденную тарелку. И вот их встреча достигла успеха. Пользуясь мимолетными приливами, мечехвосты поднимаются как можно выше по пляжу. Самки пробираются вверх по пляжу, а ее более мелкий по сравнению с ней самец цепляется за ее опистосомальный щит. Самая большая опасность для мечехвостов в это время – перевернуться и обнажить свою уязвимую нижнюю часть. Это может сделать всего лишь небольшая волна. У зрелых самцов на передних лапах есть своеобразная застежка, похожая на маленькую боксерскую перчатку с крючковатым пальцем. Именно она идеально подходит для захвата задней части панциря самки. Хвост мечехвоста, покрытый зазубринами, называется тельсон. Он настолько острый, что в давние времена его использовали для изготовления морских гарпунов или копий. Интересно, что мечехвосты не используют свой хвост в качестве средства нападения или защиты. Он им нужен для возвращения в нормальное положение, когда их опрокидывают морские волны. Также он помогает им в навигации во время плавания. Эти животные выглядят немного пугающе, но мечехвосты не жалят. Эти животные начали свое путешествие во время приливов под сиянием полной луны еще до появления динозавров. Поэтому этих животных часто называют живыми ископаемыми, поскольку их внешний вид почти не изменился со времени палеозойской эры до наших дней. Также мечехвостов часто называют крабами из-за их сходства с этими морскими животными. И хотя мечехвосты не являются крабами, их внешний облик и поведение могут напоминать крабов. Все же у них больше общего со скорпионами или пауками, чем с традиционными крабами. На самом деле мечехвосты относятся к отряду водных хелицеровых из класса меростомовых. Свое название они получили по длинному мечевидному хвостовому шипу, расположенному на заднем конце тела. Тело мечехвоста имеет довольно своеобразный внешний вид и подразделяется на 2 отдела. Передний – просому, или головогрудь, и задний – опистосому, или брюшко. В состав просомы входит 6 сегментов, несущих конечности, пара коротких хелицер и 5 пар ходильных ног. Хелицеры и первые 4 пары ног на конце несут клешни. Между ними находится рот, который трудно рассмотреть. Пищей этим животным служат малоподвижные донные беспозвоночные, моллюски и черви. Не брезгуют мечехвосты и водорослями. Пищеварительный тракт мечехвоста простирается от рта до хвоста. Переваренная пища удаляется через анальное отверстие, расположенное между хвостом и желудком. Хелицеры мечехвоста предназначены для фиксации и захвата пищи. Они захватывают и обрабатывают пищу до того, как она попадет в рот.
На нижней части брюшка имеется по 6 шипов с каждой стороны, поэтому животное нужно держать аккуратно, чтобы не повредить руку. Мечехвост имеет 4 глаза, причем 2 из них находятся сбоку, а 2 спереди. Передние глаза при этом так близко расположены друг к другу, что как будто сливаются в один глаз. Мечехвост дышит при помощи створчатых жабр. В каждой створке находится около 150 тонких пластинок, с помощью которых он потребляет кислород, растворенный в воде. Пока эти пластинки остаются влажными, животное может дышать. По форме они напоминают книги, сложенные стопкой. Мечехвосты могут находиться долгое время без воды. И хотя не каждый молодой самец может отыскать свою самку, они все равно поднимаются на пляж в надежде принять участие в весеннем нересте. А эта самка тащит за собой сразу 2 поклонников. Когда самка находит хорошее место, она выкапывает в морском песке ямку, куда откладывает от 200 до 1000 яиц диаметром от 1,5 до 3,5 мм. Затем самец осеменяет яйца, после чего их дальнейшее развитие протекает в толще влажного песка. Во время сезона размножения может гибнуть до 10% популяции взрослых мечехвостов. Другие одинокие самцы тоже толпятся вокруг, соперничая за то, чтобы оплодотворить остальных самок. Когда оплодотворение подходит к концу, взрослые особи отправляются обратно в море. Но в течение всего сезона они вновь будут возвращаться на такие встречи во время прилива. Каждая икринка имеет размер меньше горошины. В течение следующих нескольких недель внутри них развиваются эмбрионы. Уже к моменту возвращения очередного прилива эти личинки готовы вылупиться. Столкновение с волнами стимулирует их вырваться из своей раковины. Они не должны упустить свой шанс, так как у них есть всего несколько часов, чтобы пробраться в бурный прибой, прежде чем прилив схлынет. Чтобы стать взрослыми, мечехвостам потребуется примерно 10 лет. Теплыми ночами, особенно в полнолуние, когда из морских глубин на нерест выходят мечехвосты, на берегу их поджидают не только самки, но и сотрудники лабораторий, которые ловят мечехвостов сотнями тысяч и отправляют в лаборатории, где собирают их кровь нежно-голубого цвета, после чего возвращают их в море. Эта кровь является одним из самых дорогих ресурсов в мире. Продукт, который они получают из этой крови, стоит $60 тысяч за галлон, а сама кровь стоит $16 тысяч за литр. Так почему кровь такая дорогая и кто ее покупает? Синий цвет крови обуславливается наличием в нем меди. Если быть точным, то голубая кровь мечехвостов – это гемолимфа, нечто среднее между кровью и лимфой. Но это не самая интересная особенность. Куда важнее, что кровь содержит специальный свертывающий агент. Он представляет собой бесцветные клетки крови, характерные для беспозвоночных животных, которые соответствуют лейкоцитам позвоночных. Клетки называются амебоциты. Из гемолимфы делают смесь под названием лизат амебоцинов лимулус или лал. Он представляет собой реагент, используемый для количественного определения эндотоксинов. Эндотоксины – это молекулы клеточных мембран определенных бактерий, включая кишечную палочку. До появления лизата у ученых не было простого способа узнать, заражена ли вакцина или медицинский инструмент бактериями, например, кишечной палочкой или сальмонеллой. Ученые вводили вакцины огромному количеству кроликов, а затем ждали появления симптомов. Все изменилось, когда американский ученый Фредерик Барри Банк в 1956 году заметил своеобразное явление в голубой крови мечехвоста. А именно, когда кровь мечехвоста сталкивалась с бактериальными эндотоксинами, она затвердевала и слипалась, напоминая желе. С 1970-х годов, когда экстракт лимулус был одобрен к использованию, ученые стали использовать уникальные свойства крови мечехвоста для фармацевтических целей. Для получения крови только в США ежегодно вылавливается более 500 тысяч мечехвостов.
Сегодня медикам достаточно капнуть небольшое количество препарата на медицинское устройство или вакцину, и лал-реактив сразу же образует желеобразный кокон вокруг любых грамотрицательных бактерий. И хотя препарат не может убить бактерии, его желейное уплотнение похоже на пожарную сигнализацию. Оно сигнализирует о наличии потенциальной смертельной инфекции и таким образом предотвращает ее распространение. Чтобы собрать кровь у мечехвоста, животное надежно фиксируется. В брюшко вводят шприц для забора крови непосредственно из сердца, в результате чего голубая кровь течет в бутылочку для сбора. В отличие от людей, у которых кровь красная из-за красноватого пигмента крови, у мечехвоста кровь голубая из-за гемоцианина, пигмента, который становится синим при контакте с кислородом. При выкачивании крови у мечехвостов 30% ее теряется. Также до 30% мечехвостов гибнут после получения крови от них. Выживших мечехвостов выпускают в море, но точно никто не знает, насколько они здоровы и выживают ли они на свободе. Поэтому Международный союз охраны природы внес мечехвостов в красный список в категорию уязвимых животных. Это всего лишь на один шаг ниже уровня угрозы исчезновения. В течение следующих 40 лет в США этот вид сократится еще на 30%. У ослабленных животных могут возникать проблемы с нерестом. Репродуктивная способность самок может быть поставлена под угрозу. Решение проблемы ученые видят в создании синтетической альтернативы, которая поможет снизить нагрузку на популяцию мечехвостов. Но пока достойной замены не найдено, и это может значительно сократить количество этих животных. Нужно сказать, что фармацевтическая промышленность является не единственной угрозой для мечехвостов. Их также часто используют в качестве наживки при рыбной ловле. А в странах Юго-Восточной Азии мечехвосты являются объектами уличной еды. Особенно часто употребляют мечехвостов в Таиланде. В Таиланде мечехвосты готовят, используя различные методы. Один из способов приготовления мечехвостов – это приготовление салата из мечехвоста. Мечехвосты можно купить на рыбном рынке за примерно 100-150 бат. Важно отметить, что у мечехвоста употребляют в пищу только икру, так как остальные части очень жесткие и не мясистые. Они могут быть опасными для здоровья. Икра мечехвоста имеет соленый вкус и отличается от обычной икры. На ощупь она резиноподобная. Здесь очень важно правильно извлекать икру, очищать ее и готовить, так как она может содержать мощный нейротоксин под названием тетрадотоксин. Именно из вареной икры мечехвоста в большинстве заведений предлагают салат с добавлением зеленого манго, орехов, чили и соусов. Также мечехвосты могут быть приготовлены на гриле или в виде других блюд. Тело животного готовится на гриле в панцире, а затем перекладывается на тарелку. Можно самостоятельно отделить икру от тушки и съесть, при этом остальная часть животного в пищу не употребляется. И все же человек старается сберечь это древнее животное. К счастью, в последние годы стали появляться питомники для мечехвостов. Их сотрудники отлавливают готовых к размножению животных, собирают с самок икру, а с самцов генетический материал, после чего выращивают личинок в контролируемых условиях и выпускают на волю. В дикой природе из кладки в 1-2 тысячи икринок выживает не более 1% животных, тогда как в питомниках это число достигает 80%. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!